Привет, друзья! Вы на моем канале Рыбалка с Ильей Приваловым. Сегодняшнее видео я начинаю уже как бы немного наоборот. Весь световой день прошел, я уже отловился и сейчас снимаю для вас вступление. Я нахожусь в Астрахани. Выехал я сюда специально, чтобы половить воблу. Да, воблу, вы не ошиблись. Я когда-то жил в Астрахани и до этого, живя в Волгограде, очень всегда любил приехать половить воблу. Это очень интересная рыбка. И тем более соленый воблу к пиву – это самая вкусная рыба, с моей точки зрения. Поэтому я сегодня выехал для удовольствия половить рыбку, эту бойкую, очень вкусную, и отдохнуть на майские праздники. Сейчас снимаю уже вступление после рыболовного дня, но вам все подробно сейчас расскажу. Ну как гнет, там вобла. Опа. Хороших размеров. В облачко прям. Ну, вот за такой рыбкой одно удовольствие приехать половить, а еще посолить к пиву. Вообще изумительная рыбка. Бывает чуть-чуть побольше, но где-то вот до таких размеров больше я не ловил. Бойкая и хорошо сопротивляется. 2-3 воблы это как вот 3 воблы это как килограммовый карп сопротивления практически. Ну, в общем, она очень бойкая рыбка. При поклевке его важнее. Поклевывает. Вот она, красавица, давай. Вот она. Выехал я вчера и выехал где-то примерно около 12 часов. Дорога у меня составила где-то с Воронежа 1030 километров до места, где я сижу. И это примерно, я приехал примерно где-то около часа, полвторого. Естественно, я приехал не в это место, а приехал на свое любимое место. Ездил я уже года 2-3 в одно место, но туда приехал, смотрю, рыбаков нету. Думаю, ну надо поспать, с утра встать, закинуться и посмотреть. И получилось так, что я с утра встал, закинулся, а рыба не клюет, нету рыбы. Клюет, родная воблочка. Ну такая вот маленькая. Вот, что-то существенное.
В общем, подлавливаю вот такой. Обязательно с репьем колючка плывет. И вот такого подлещика. Но уже один лещ есть, там плавает пару лещей. Вот. А это поменьше чуть. Это подлещик. Вот такой подлещик с Волги. Но он коренной, набитый идет. Наверное, очень вкусный будет. Посольный, очень вкусный будет. И как всегда, перенасаживаем и закидываем. Но самое главное, когда вы едете в Астрахань, чтобы у вас был кто-то из мест, которых вас консультировал. Спасибо большое. Есть такой человек у меня в Астрахани, Даир. Он выступает как гид рыболовный. У него есть там, кажется, свой домик какой-то, что-то такого типа. Кстати, кто поедет в Астрахань, если нужны проживания и с вами человек, который выйдет и моторку предоставит, и рыболовные снасти, будет ссылка как раз на него в описании, на его телефоны. Вы можете с ним созвониться. Он уже не первый раз выручает. Вот так я приезжаю на место, сажусь, а вот нету, ну не клюет. Ну что делать? Звоню ему, он меня консультирует, говорит, езжай туда, туда-то, и садись, у меня там ребят недавно отловились хорошо. Сазан на ней выходит. Уговор такой, ты здесь будешь сразу, машину не потащишь. Так, грязь не есть, Костя, сейчас свалишься. Будешь как чушка в машине сидеть. Леш, сазаны ходишь? А? Сазан. А ты видел в Полоях эти? Прям возле дороги в Полоях сходили сандаль. Я говорю, дураки что ли? Даже маску нацепили, чтобы типа их никто не видел. Нет, с коптера снимут. Ну, снимут, они для этого и маски не надели. А там один был без... Сазаны. Я вот здесь можно накидкой, я знаю. Ух ты. Фрикцион как работает. Вот, мы переехали на это место, где я сейчас сижу. Небольшой какой-то протока, ерик. Не ерик, а протока именно. Вот. И нормально ловим. За нами вон там дальше еще одна протока, а дальше Волга идет. Старое русло Волги. Получилось так, что мы приехали, сели, закинулись
поклевки пошли, и мы решили здесь остаться. Если в течение минуты у вас клюнуло воблу, значит можно садиться на этом месте и ловить дальше. Сразу скажу, что место интересное тем, что здесь очень мало отдыхающих. И, в принципе, мы здесь остались вот вечер, уже практически одни. Вот местные ловят, а дальше они уедут и все. Сопротивляется хорошо. За траву, за траву. А, не, размер хороший. Так я карася поймал. Да, карася поймал. Ух ты, какой толстый-то. Да ты мой радость. О, карась подошел. Давай рот открой, блин. Да открой ты. Ребята, вот такой карасямба. Но хочу сказать, что местный серебряный карась на Волге очень вкусный. Жареный карась именно с Волги. Так как здесь Волга, нету ила. Он питается на свободных просторах, как говорится. Такой красавец. Как только мы приехали, закинулись, стали ловить. Нас порадовала в течение рыбалки разная рыба. Лещ, карась, густера и забан. Также я ходил, вот здесь заливчик есть рядом, там ходил карась и сазанчик. Ну как бьет, тух-тух-тух-тух, тух. Это полои. Сюда заходит рыба, не рестится. Трава какая-то застряла. Трава рядом. Цепляется каждый раз за нее. Сеточки не поехали. Бля, я только закинул. Она прям сразу клюет. Вот это поклевки. А, это густера. Ну, давай, давай, давай. Доклевывай. Оп. Сидит. Ребят, жарище стоит. Вот эта шапка мне просто помогает, чтобы не сгорела шея, лицо. А так вообще как бы я не люблю такие, конечно, шапки. Но здесь уже деваться некуда. Вот. И, естественно, намазался противозагарным, но это, кажется, не поможет. Все загорит. Это Астрахань.
Поэтому здесь, я думаю, температура сейчас 25-28. Жарище просто. Ух ты, вот это бьет. К нам подошли подруги местные. Они, наверное, тоже на воблу. Ну что, вобла клюет, буренки. Культурный диссонанс. Здесь задний берег удочками, а им куда-то надо идти. Целое стадо набралось. Наверное, на воблу пришли. Клюет? Клюет. Теперь это будет постоянно, наверное, до вечера поклевки. Опаньки. Ух ты! Убежал. Итак, ребят, хочу посолить итоги первого дня. Кстати, по правильному рыболовству там 4 килограмма, нас двое, это 8 можно взять. И многие пишут там, как доказать, что вы сколько дней здесь были и все остальное. Ребят, доказать, сколько вы здесь дней были, можно чеки с заправки. Ну а второе, соленая рыба это не свежепойманная. Поэтому после первого дня засолили, все, что у вас в садке, это вот свежепойманная рыба, она идет в учет, как говорится, если рыбоинспектор подойдет. А засольная это уже все, это не свежий улов считается. Поэтому солите всегда. Я купил вот такой мешочек. Именно соль такая крупная. В местном хозяйственном магазине, я видел еще в супермаркетах продается. Такая крупная местная соль. Вот как раз ей буду солить. О, вода какая холодная. Опа. Ну вот и улов. Вот такой.
Но учтите, что вобла, я ловлю воблу, она не активная. И мы вдвоем ловим. Раньше это вот за 4 часа вот столько ловилось. Сейчас как-то не очень хорошо. Вообще многие ловят и прям сразу же солят. Вот такие подлещики. Хорошенькие, увесистые. У нас проскакивали. Ух ты. Ну что, у меня получилось таких 2 ведра. Ну, это за первый день, и то это был слабый клюв. А вот там вдалеке, это сети местные проверяют. Но говорят, с рыбой плохо, воблы мало, лещ проскакивает чуть-чуть, и сазанчик иногда, такой килограммовый. Но, говорит, с рыбой не очень хорошо сейчас. Как говорят местные, если в сети не идет, то на удочку она еще хуже будет клевать. Хорошая воблочка, размер. Опа. Хуже ловится на второй день. Погода пасмурная. Но вот такой размерчик проскакивает. Ну, когда плохо ловится, тогда можно и червя нормального насадить. Старого я не снимаю, сверху нового еще. Идет на верхний крючок, при том, что я поднял очень много мусора, сейчас тянет. Наверное, она все-таки повыше идет сейчас. Ловлю прямо под берегом, здесь вот такой рельеф, то есть старое русло вот это, и оно стало затопляться. Здесь так раз, бровка, и вот так полого идет трава, все остальное. Вот как раз, где вот бровка, старое русло, протоки. Кстати, местные подъезжали здесь, общались между собой, там, сети меняли, все. Все говорят, очень плохо идет вобла. Вобла, где воблу поймать, все вот хотят, потому что они тоже любят это, как здесь очень популярная рыба. Вот. Но нету вот именно с моря подъема массового вобла, поэтому в этом году не так массово ловится здесь. Мы, по сути дела, ловим местные. Сейчас я вот сижу в куртке, а вчера было 28. Такой перепад температур. Было жарко, я вот загорел, у меня руки все загорели. Вот. И вчера прям, когда очень хорошо к обеду особенно прогрелась водичка, пошла вобла. Но местные говорят, что сейчас идет вобла именно местная. А с моря она до этого подымалась, но воду не сбрасывали. Здесь все регулирование ГЭСа зависит от ГЭСа в Волжском, то есть в районе Волгограда есть ГЭС. И вот как она скидывает воду, так рыба поднимается на нерест. Вот вроде бы пошла когда рыба, здесь недельку-две назад, ГЭС просто не сбросила воду, и рыба дальше не пошла вверха. Ну, кто-то надеется пойдет, ну, местные рыбаки, вот общался с ними, они говорят, все, уже, наверное, не пойдет. А сейчас идет именно, поклевывает местная вобла. Мы ее как раз и подлавливаем. А вобла, которая с моря, ну, она сейчас не идет. Хотя предыдущие все года, когда я приезжал вот именно в промежуток майских праздников, она активно шла, и просто клев был бешеный, но реально бешеный был клев. О, поклевывает что-то. Почти склевала.
подошла, что-то там тихонечко такой, ну. Ух ты, ну такая хорошенькая. Ну, червя и так уже достаточно. Хороший пожеванный червь. Ценится у воблы. Новый не буду насаживать. Вот тина, водоросли, всякое вот это. Посередине, под водой, прям видно, как водоросли плывут. Клюет редко сейчас на второй день. Потихоньку. Сверчки водоплавающие какие. Вот такую хорошую воблу у меня супруга поймала. Большенькая. Прям хорошая. Ловлю я, это у меня удочка, потому что я вторую свой фидер отдал. Со мной супруга выехала, жена. Вот. Активно тоже ловит, вобла у всех клюет. Вот. И второй у меня фидер. В общем, из удочки я маленький, небольшое приспособление сделал. Ну, стандартное. Сейчас покажу, наверное, поближе. Я ловлю всегда как местный. Кстати, для тех любителей, которые скажут, почему у тебя две удочки, куда смотрит Рыбнадзор, ребят, давайте не будем вот этой фигней страдать, потому что когда я вижу, как местные ставят передо мной сети, а вы увидите еще это в кадрах, то я думаю, 2 или 3 крючка на снасти — это не браконьерство, уж извините, здесь в Астрахани. Ну, остатка предельно простая. У меня грузик вот на этой удочке стоит 40 грамм, а на той 60. Очень, даже если это небольшая протока, хорошо тянет. И здесь вот и палки, и трава сильно течет. Вот. Поэтому 40 я ставлю грузик, который ближе кидаю, а 60, который вот прям на середину кидает, там 60 груз, и то его подносит. Вот. У меня получается здесь 40 грамм на этом фидере. Вот. Поводки. Вот 2 крючка сверху. Ну, расстояние здесь между ними полметра. Вот. И дальше там петля в петлю вставляется все. Самая простейшая оснастка, которую можно вообще придумать. На это здесь ловится. Если увеличивается клев, то 2 крючка. Если клев плохой, то я могу ставить здесь 3-й крючок в середине. Еще. Вот. Сейчас у меня по 2 крючка стоит, потому что вчера хорошо клевало, я это поубрал. И, кстати, когда очень сильный клев, я вообще один фидер выматываю, убираю, и только один остается. Потому что закидываешь поклевку, в общем, не успеваешь с одним ловить. Что, как говорится, и было вчера. Но рыбка пошла как раз к обеду, когда прогрелась. Насаживать не всегда нужно. Если есть чуть-чуть червя на крючке, воблы и так клюнут. Это уже проверено. Вот этот крючочек, жало закрыть, там полностью насадить червя. Это Астрахань, ребят, не надо так баловать рыбу. Поэтому здесь это не обязательно. Хорошие пожеванные остатки червя прекрасно клюют здесь. Прямо отлично. Потом, получается, в обед активно клевало, был потом перерыв, потом к вечеру чуть-чуть поклевывало, а вообще вечером начался такой сильный-сильный ветер, где-то 11-15 метров в секунду, мне пришлось привязать палатку, прибить клиньями, и уже потом ливанул дождь. Но я ночью выходил, когда ветер шел, все остальное местные люди на лодке все-таки проверяли и ставили сети, их это не пугает. Вот. И одно из предосторожностей в Астрахани меня сразу предупредили: удочки убирайте. И вам советую тоже. Удочки убирайте на ночь, не оставляйте, а то местные думают, что это в подарок оставлено, и собирают ваши удочки. Такой здесь обычай. Вот, то, что лучше убирайте. По рыбе. По рыбе клевала разная рыба. Кстати, вот чем интересно, она разнорыбная. Моя цель — вобла. Но подлове был лещ, подлещик, окунь, еж клевал, еж толстый такой, с икрой добитый, вот, и карась. Карась, пару-тройку карасей вы все-таки поймали, такие классные, белый карась,
такой серебряный. Вот. На Волге он всегда, потому что здесь, ну, такое дно светлое, поэтому он такой светлый. Вот. Ну, сейчас вот вторые сутки. Утро, так как ночью шел дождь, а сейчас солнце вроде бы зашло, но активно не светит, вот пришлось куртку одеться, вот так прохладненько. Надеюсь, что разогреется погодка, и мы хорошо половим. В любом случае, Волга, Вобла, май – это самые отличные воспоминания, которые можно получить, приехав сюда. Есть облачко. Скажу, клюет очень плохо и очень капризно. В этом году не год Воблы. Ну, червяк еще есть, насажку можно поправить да закинуть.